Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам о полимерной глине. Это самый главный материал в моей работе с миниатюрой. Я покажу вам, какую марку я использую, покажу, как храню и как удобно для меня хранить и использовать полимерную глину. И также я расскажу какие-то нюансы, связанные с этим материалом. В общем, сейчас я переключусь на свою мастерскую и уже подробно вам расскажу о полимерной глине. Так, друзья, для глины у меня есть полочка специальная. Вот таким образом они у меня хранятся, эти коробочки с глиной. Коробочки подписаны по цветам, по оттенкам. Как видите, красные в одной коробочке, фиолетовые в другой, синие в третьей и так далее. Вот таким вот образом они у меня распределены. Коробочки небольшие, поэтому глины у меня немного. Вот, как видите, вот такие коробочки. И уже покажу сейчас поподробнее. Обычная пластиковая коробочка, в которой у меня лежат вот такие пакетики. Как видите, эта глина уже достаточно старая. Она уже у меня очень давно, уже несколько лет. Видите, она даже крошится. Вот, но все равно я ее не выбрасываю. Если ее смешать с мягкой глиной, она будет очень даже хорошая. Вот. Далее у меня есть вот такая коробочка смеси, где я храню остатки глины. Тоже в пакетиках. Ну, правда, бывает мне лень, я просто кидаю ее так. Вот тоже в пакетиках храню остатки глины. Вот у меня даже есть вот такой вот кейн, который я еще до сих пор не использовала. Вот так вот я и храню. Подписано все. Смеси, синие. Вот пастельные оттенки. Тоже здесь все в пакетиках. Правда, есть... Ну, я их не выкидываю, потому что сюда я могу еще потом положить в пакетики такие же цвета. Желтый, зеленый, ну и так далее. Вот эта глина у меня начатая уже в таких коробочках. Также у меня есть новая глина, но ее очень мало. Сейчас я вам покажу. Я редко покупаю глину, потому что, видите, я никак не использую ту, что у меня есть. Вот такая у меня еще есть коробочка. И здесь у меня тоже вот такие вот начатые брусочки. Вот белая. Так, это глина Фимо. Вот глину, которую я очень люблю, кроме белого цвета. Это Фимо. И, конечно же, это цернит. Цернитом я пользуюсь очень часто. Вот, особенно белым цветом. Я покупаю всегда большие упаковки. Сейчас это она у меня разрезанная уже. Можно увидеть номер. Это 027. Белый укрывистый цвет. Этот цернит 500 грамм. Вот моя самая ходовая пачка. И та глина, которую я покупаю чаще всего. И ну, я всегда абсолютно смешивала и цернит, и Фимо вместе. Вот, особенно белый цвет. Белый цвет я всегда смешивала с более такими яркими цветами Фимо. И всегда у меня все нормально запекалось при температуре 125-130 градусов. Вот такие вот. Кстати, я купила новые пачечки. Наконец-то у нас появились эффект кожи. Я подумаю, что можно сделать с этих двух цветов. И сниму видео по этой пластике. В общем, вот такие вот полимерные глины. Мои любимые, которые я использую, которыми я пользуюсь всегда.
Да, я еще хотела показать вам бирюзовый цвет. Вот этот. Как видите, эта глина у меня уже достаточно старая. Вы можете смешивать ее либо с такого же цвета мягкой глиной, либо с белой мягкой глиной, чтобы получить пастельный оттенок. Ну, я, в принципе, так и делаю. Такой цвет я очень редко куда использую. Ну, а пастельный оттенок всегда мне нужен. Вот. Также есть такая проблема, как очень мягкая глина. Настолько мягкая, что она просто течет в руках. Значит, вот этот белый цвет. Сейчас я вам покажу. Вот этот белый цвет оказался очень мягким. Несмотря на то, что я использовала уже почти полпачки, эта глина очень свежая. Она очень мягкая, настолько мягкая, что из нее лепить очень сложно. Вот. И я, значит, взяла, смешала ее с такими вот твердыми глинами. Но если вам нужна глина именно этого цвета, но она очень мягкая, вы можете сделать следующим образом. Взять две бумажечки, проложить глину между ними. Можно провести через пастомашину. Вот. И бумажка заберет лишний пластификатор, и глина станет более твердая. Значит, вот я провела ее между пастомашиной, и надо оставить ее на какое-то время. Бумажка станет жирной, и можно проверять потом, как глина стала на ощупь. Вот, если у вас есть какие-то вопросы по поводу глины, пожалуйста, задавайте. Все, спасибо за внимание. До новых видео. Пока!